Многие предприниматели в самом начале считают, что идея – это основное. Но идея – это всего 1%, в лучшем случае 5% успеха компании. Следующим шагом является создание команды, которая обеспечит создание качественного продукта. Партнеры и команда – это следующий важный уровень, который обеспечивает рост компании и движение ее к успеху. Но следующий момент – это создание качественного продукта. Продукт – это основное, но после этого еще предстоит много. Следующий шаг – это маркетинг. Маркетинг и монетизация каждого проекта, только это позволяет вырасти выше своего уровня. Поэтому двигайтесь вперед, двигайтесь пошагово. Даже если вы на своем пути встречаете ошибки, поражения, не бойтесь менять нишу, не бойтесь вариаций с продуктом. Только за поиском приходит победа. Вперед! Первый мой совет – не нужно вам поднимать денег. Идей хреново туча у всех вокруг, они приходят ко всем. Аутсорсинг – это скучная херня. Простите за выражение, но это действительно скучная херня. Крутая доходность, слушай. Это очень круто. Мне такая подходит. Серийный предприниматель из Кремниевой долины, который создал 2 успешных стартапа, приехал в Украину рассказать студентам, как правильно питчить свои стартапы в Кремниевой долине. Джон Сунг Ким. Сегодня мы с ним пообщаемся. Меня зовут Джон Сунг Ким. Я калифорнийский предприниматель из Сан-Франциско. У меня там было 2 стартапа, с которыми мне действительно очень сильно повезло. Скажу честно, я не самый умный парень на планете, но я много чем обязан моей удаче и квалифицированным маркетологам, продавцам и инженерам, что работали со мной. Итак, я создал свою первую компанию открытого типа Five9, которая сегодня стоит приблизительно 1,6–1,7 миллиардов долларов США. После этого я и мой друг начали новый стартап под названием Dr. Base, который позже был приобретен прекрасной лос-анджелесской компанией Carrio. Dr. Base создал возможности для более 9 миллионов американцев переписываться со своим личным врачом. Мы очень гордимся этим. Большинство украинских IT-предпринимателей мечтает уехать в Силиконовую долину, но вы совершенная противоположность этому. Вы приехали из Силиконовой долины в Киев. Почему? Знаете, это как в американской поговорке «у соседа трава всегда зеленее». Я понимаю, почему украинские предприниматели хотят начинать свои стартапы в Силиконовой долине. Там же ведь крутятся большие деньги, и там очень важны знания и нетворкинг. Но Сан-Франциско очень маленький город, 7 миль в ширину и 7 миль в длину на 600 тысяч населения. После 20 лет там мы почувствовали, что будто бы исчерпали свои возможности там. И именно в Киеве нам все показалось как будто бы в новинку. Новые рестораны, новые друзья, новые знания, новый способ жизни, новый язык. Здесь мы увидели тучу новых возможностей, кучу умных людей и шанс перенести свои знания и свою сеть из Силиконовой долины сюда, в Украину. Ведь экономика у вас как раз развивается. Все потому, что я увидел в Украине то, что я заметил 25 лет назад в Южной Корее. Это создающаяся и развивающаяся экономика с уймой умных, голодных к работе людей с острым рвением. Украина может стать IT-лидером на рынке, но не по аутсорсингу. Аутсорсинг — это скучная херня. Простите за выражение, но это действительно скучная херня. И это будущее для Украины. Конечно, это важная вещь, и IT-аутсорсеры создают невероятный фундамент для развития этой сферы и очень сильно им за это благодарен, но аутсорсинг кадров не может быть всем будущим для Украины. Инновационная продукция – это будущее Украины. Во втором выпуске канала Космополит вы можете увидеть, как я инвестировал в портфель криптовалют. Но это достаточно инновационный способ инвестирования. По-прежнему актуальным остается фондовый рынок. И сегодня мы с вами сделаем инвестицию по старинке. И в будущем будем отслеживать, каковы доходность, окупаемость этого способа. Сравнивать эти 2 портфеля. Вперед! Спасибо. Спасибо. Привет, друзья. Привет. Здорово. Итак, друзья, мы сегодня попали в офис международной компании Exante. Exante создан профессионалами для профессионалов.
Я хочу проинвестировать сегодня 10 тысяч евро. Каким образом я, во-первых, могу эти деньги завести к тебе? Каким образом я могу их разместить? Для того, чтобы открыть брокерский счет физлицу, все, что необходимо, это, по сути, паспорт и подтверждение места жительства. Занимает это стандартно 1,5-2 дня. В понедельник пришли мы, в пятницу уже можем инвестировать. Да. Какие есть варианты? Во что мы можем проинвестировать? Как сформировать портфель, если я, например, во-первых, хочу больше сохранить с минимальным риском, или я хочу больше заработать? Если мы говорим о полностью консервативных стратегиях, то это, скорее всего, будут облигации, которые, там, будь то в долларе или в евро, скорее всего, принесут доходность в районе 5% годовых. 5%, если это облигации, это консервативный способ. Это консервативный способ. Минимальный риск. Минимальный риск. И при этом 5% это достаточно высокая цифра, если мы говорим про мировые рынки. Есть такой вариант. Второй вариант. Взвешенная стратегия, в портфель в которой будут входить как облигации более рисковых эмитентов, так и, скорее всего, акции и ETF. Да. ETF это могут быть какие-то секторные фонды, те же фонды облигаций. ETF это что такое? ETF это Electronically Traded Fund. По сути, это акция, в которой сама в себе включает многие другие акции. То есть, например, Technology ETF может в себе содержать и акции Apple, и акции Facebook, и акции Amazon, и акции Google. Хорошо. Если это вторая комбинированная взвешенная стратегия, то если я хочу более рискованный, максимально рискованный вариант? Тогда, скорее всего, стоит смотреть на торговлю фьючерсными контрактами и спекулятивную торговлю акциями. Это самое понятное, что может быть. Фьючерсы и акции, да? Да, это достаточно понятные инструменты, и спекулятивная торговля – это то, к чему достаточно легко пристраститься. Ну вот на акциях больше риск или меньше, или на фьючерсах больше? Я бы сказал, что на фьючерсах риск всегда больше. Всегда? Всегда больше. Это самый макс-макс. Окей. Я думаю, что мне интересно будет два варианта. Или акции, или фонды. На 6 месяцев, например. Активы и забыл на них на 6 месяцев, то есть смысл просто брать ETF. На 6 месяцев лучше взять ETF, да? Потому что акции – это все-таки реальные компании. Эти реальные компании отчитываются раз в квартал, то есть за 6 месяцев они отчитаются 2 раза. В их индустриях происходят достаточно большие изменения. Так. Результаты могут меняться, как в лучшую сторону, так и в худшую сторону. Поэтому, если мы говорим про горизонт 6 месяцев, то есть смысл диверсифицировать все-таки риск и распределить инвестиции более широко. Q-Trust. Q-Trust – это фонд, который на 100% повторяет движение индекса NASDAQ 100. NASDAQ 100, да? NASDAQ 100 – это американский индекс биржи NASDAQ, в который входит 100 компаний преимущественно технологического сектора. Так. А какая была результативность, вернее, доходность этого фонда за прошлый год, например? За последние 52 недели доходность была 25,59%. 52 недели. Крутая доходность, слушай. Это очень круто. Мне такая подходит. Друзья, если вы хотите получить в валюте 25% годовых, я думаю, это отличный вариант. Надо брать. А вносить можно только евро? Или вносить можно любую валюту. Любую. Абсолютно. Ну тогда мне лучше вносить доллары изначально, потому что если я буду американские ETF покупать, то мне лучше сразу же не рисковать там с какими-то курсовыми изменениями, там доллар или евро. Я просто тогда сразу 10 тысяч долларов. Хорошо. Давай тогда посчитаем, сколько мы можем купить на 10 тысяч долларов по 164 доллара, да? 10 тысяч долларов поделить на 164, 60 акций, то есть практически 60 акций. ETF вот этих. Да. Вы заплатите комиссию меньше $2. $1,5. $1,5. Если быть точным, то 0,02 умножить на 60, $1,2. $1,2. Друзья, это какая-то очень низкая комиссия. $1,2 за 60 акций фонда, который принесет 25%, если будет такая же история, как в 2017 году. Ну, надо понимать, что история такая может и не случиться, а может быть и больше. Мы посмотрим. Хорошо, меня устраивает такая инвестиция в традиционный фондовый рынок. Мы будем отслеживать каждый квартал стоимость этого портфеля. Даже можно просто зайти и посмотреть стоимость этих акций, да? У вас будет собственный терминал с логином, паролем, доступный на всех устройствах, где вы сможете в реальном времени в любой момент, днем и ночью, с любой точки мира отслеживать котировки своих инвестиций.
Стоимость своего инвестиционного портфеля. Друзья, если кто-то хочет проверить, попробовать, переходите по ссылке. Ссылка будет под видео внизу. И у вас будет возможность, во-первых, загрузить тренировочный терминал или сразу же открывать счет, паспорт, код, открывайте счет и инвестируйте, тот, кто хочет это делать. Друзья, сегодня у нас назначена встреча с Максимом Школьником. Это ангельский инвестор, который инвестирует в стартапы по всему миру. Первый мой совет – не нужно вам поднимать денег. Вот это совет номер 1. Крутой совет. Все мечтают, стартаперы, поднять денег, ты говоришь, не поднимайте. Что им делать? Объясню. Поднятие денег – это такой длинный процесс. Если в среднем цикл подъема ангельской инвестиции может занять от полугода до бесконечности. В среднем. Ну, бывает когда-то, конечно, исключение, но в среднем от полугода до бесконечности. Это время ты не занимаешься каким-то продуктом. Твоя задача создать ценность. От того, что ты получишь инвестиции, ты ценность не создашь. 6 месяцев в среднем своей жизни нужно потратить на общение с инвесторами, с какими-то чуваками, которые, в принципе, скорее всего, меньше понимают в том, что ты делаешь, чем ты. Ну, если ты хорошо разбираешься в том, что ты делаешь, по крайней мере. Они тебе будут давать советы, которые далеко не всегда применимы. Советы – это вообще золото. Но его нужно уметь отсеивать. Потому что тебе, когда вот поступает вот много всякого хлама, вот тут сложно сразу понять, что из этого золота. Если ты в состоянии это отсеивать, супер, ты выйдешь гораздо более сильным. Понятно, что 6 месяцев этого процесса, они тебя сделают более накачанным парнем, ты будешь лучше там уметь работать с возражениями, лучше будешь знать продукт, лучше понимать будешь нишу, позиционирование и так далее. Но вероятность такова, что ты 6 месяцев жизни потратишь коту под хвост и просто ничего не сделаешь. А если бы ты эти 6 месяцев тратил на работу с продуктом, на договоренность с разработчиками, которые как партнеры зажечь их, чтобы они просто, вот эта тема, конечно, мы будем работать с этим проектом. Нам не надо было пицца есть, вот пиццу давай, мы сейчас будем работать. У нас, конечно, доля, но мы же верим, что эта тема выстрелит. А если она выстрелит, слушай, мы тут по пиццерии каждый друг друга купим. И 6 месяцев нам удалось договориться с разработчиками. Мы создали продукт, но теперь мы должны выйти на рынок. На рынок, как правило, это предполагает хорошее маркетинговое вложение, работа с потребителями. Если вашим продуктом готовы пользоваться бесплатно, то у вас классный продукт. Если вашим продуктом не готовы пользоваться за деньги, то у вас неправильный прайсинг. Ага, очень хорошая мысль. Запомните, ребята. Если готовы пользоваться бесплатно, то продукт бомба, и его надо бутстрапить, да? Точно. Соответственно, бутстрапинг – это какой-то процесс, когда ты работаешь над продуктом, ты его улучшаешь, ты набираешь клиентскую базу. И чем раньше ты выйдешь на самоокупаемость, вы знаете, вот, если я не вижу, что продукт может выйти на самоокупаемость, то я с вероятностью 99,9% даже к нему подходить не буду рядом, смотреть, даже там отойду в сторону, попшикаюсь одеколоном. Я бы хотел указать 5 основных вещей, на которые каждый индивидуальный инвестор должен обратить внимание, выбирая брокера и выбирая площадку для инвестиций. В первую очередь, это компания. Важно смотреть, кто будет вашим брокером, как компания развивает собственную инфраструктуру, сколько она вкладывает в современные технологии, как быстро она идет в ногу со временем. Также немаловажно играет вопрос, как компания относится к собственному риск-менеджменту, насколько качественно она проверяет собственных клиентов. Важно понимать то, что вы делаете. Всегда перед любой инвестицией разберитесь и поймите, в какой инструмент вы вкладываете деньги. Потому что рынок достаточно сложный. Четвертое. Вы должны понимать вашу инвестиционную стратегию. Вы хотите сохранить собственные средства, вы хотите заработать, либо же вы хотите получить определенные эмоции при спекулятивной торговле. И последнее, то, что вы должны понимать, что рынок цикличен. Тот рост, который мы видели последние несколько лет, он не постоянен. Рано или поздно мы увидим большую коррекцию. Никто не знает, что станет ее причиной. Вы должны всегда трезво оценивать риски и следить за своим инвестиционным портфелем. Какие проекты сейчас приходят к тебе в Украину, на какие ты обращаешь внимание в первую очередь? Что для тебя является критерием, что проект интересен? Ты знаешь, я ленивый ангел. Ну, что называю ангел? Сейчас, может быть, непонятное тоже слово. Ангелами называют инвесторов, которые заходят на ранней стадии. Один тип – это такие number-кранчеры, которые садятся, обкладываются Excel-ками, финансовыми моделями, так, предположения, планирование. Вероятности. Всякая, да, херация. И это, еще раз, это хороший способ. Да. Для многих он работает. А есть другие парни, которые ориентируются, любой бизнес раскладывают до уровня лимонадного стенда. Вот любой. Они больше заточены на другие вещи. Они приходят, например, говорят: Глен, а когда ты маме последний раз звонил? На прошлой неделе, говорит Глен, ты правильный парень. У тебя правильные принципы. И так каждому члену команды. Сколько там денег ты хочешь?
сколько денег тебе нужно. Ну и зачем мне это смотреть? Глен правильный парень, у него правильные принципы, он маме звонит каждую неделю. Он все делает правильно. Это человек, с которым нужно иметь дело. Надежный. Надежный. Я больше предпочитаю второй способ, потому что я активно этим не занимаюсь. Я, как правило, захожу по Trusted Chain, что называется, по цепочке доверия. Представим ситуацию. Молодой предприниматель продал свой стартап и получил за него $1 миллион США. Как бы вы посоветовали распределить инвестиции в зависимости от видов активов? Скажем так, я верю в то, что генеральный директор должен быть достаточно щедрым по отношению к своим работникам, чтобы, когда он откроет свою следующую компанию, они сами хотели пойти к нему работать. Ведь, возвращаясь к предыдущему вопросу, найти хорошую команду очень трудно. Наверное, это даже самое трудное для компаний. Если я буду щедрым, распоряжаясь этим $1 миллион, и, к примеру, отдам половину своей команде, они спокойно могут присоединиться к твоей следующей компании, и вы можете заработать $10 миллионов. Не нужно тратить все деньги на моря и острова, верно? Это так, но расскажу тебе, Костя, один секрет о предпринимательском искусстве. Если ты начнешь стартап в сфере новых технологий исключительно ради денег, ты более чем вероятно ничего не заработаешь. Те, кто зарабатывает на технологиях и стартапах, в основном очень горят каким-то желанием. У меня есть товарищ Ярослав. У него прекрасная американско-украинская компания PetCube. Я знаю, что он и его команда каждый день просыпаются с мыслью, как улучшить отношения между собаками, котами и их хозяевами. Это и есть основная причина их успеха. Не потому, что они начали это ради денег, а потому, что они со страстью относятся к своему делу. Потому что, когда предприниматель приходит, он говорит: ребята, вот так можно заработать деньги, а про технологию там один слайд, и нет никаких формул, там просто вот такие технологии мы используем. Потому что, ну, в принципе, какие технологии, это мало сильно кого интересует. Люди думают: о, в технологиях моя там, вот моя прелесть. Но, еще раз, идеи, я сейчас знаю, многие люди меня, наверное, запинают ногами, вот если бы могли оттуда прямо камни в меня забросать, наверное, так и сделали. Напишите в комментариях, кстати, что вы думаете. Но идеи никого не жарят. Идей хреново туча у всех вокруг, они приходят ко всем. То, во что я верю, это в реализацию. Дайте 5 советов начинающему предпринимателю для создания успешного проекта. Первое – это команда. Команда и еще раз команда. Невозможно преувеличить значение этого. Это правильная культура. Вы имеете в виду внутреннюю корпоративную культуру компании? Именно. Корпоративная культура – это отображение ценностей и этикета, которые несут основатели. И каждый новый сотрудник должен вживаться в эту культуру и становиться ее частью. Второе, как по мне, это превратиться в машину знаний. Невозможно знать все, я каждый день учусь чему-то новому. Узнаю что-то новое от украинских друзей, Миши, Адама. Я счастливчик, ведь я студент такого учителя, как жизнь. Если ты высокомерен и думаешь, что знаешь все лишь потому, что ты украинская суперзвезда, ты никогда не станешь суперзвездой во всем мире. Для этого нужно постоянно учиться и развиваться. Третий пункт – этика и манеры. Я считаю, что честность – очень важная черта в человеке для инвесторов. Также нужно быть честным со своими сотрудниками. Но больше всего нужно быть честным с самим собой. Если идея плоха, поменяй идею. Не будь упертым и прими правду. Четвертый элемент – это иметь хороший баланс между личной жизнью и работой. Когда я начал свою первую компанию, мы только то и делали, что работали. Когда начали вторую компанию, то уже имели лучший баланс между работой и личной жизнью. Обе были абсолютно успешными, за исключением того, что второй раз было в разы веселее и интереснее. Все потому, что у нас был хороший сбалансированный график рабочего и личного времени. И по поводу пятого элемента я сказал бы, что нужно получать как можно больше опыта работы за границей. Я вижу два вида украинских работников. Первые – с международным
реальным опытом работы, а другие без него. У моего друга Евгения есть стартап здесь, в Юнит-Сити, который называется Jolly Look. Можете загуглить это. Именно он научил меня, что если нанимать украинских работников с международным опытом работы, то будет гораздо больше успеха. И он прав по сей день. Друзья, для зрителей нашего канала мы, как правило, делаем подарок. Пишите в комментариях инвестпроекты, ваши предложения, и самый интересный комментарий с инвестпроектом Максим выберет, и сможем организовать встречу на обед, бизнес-ланч, где вы можете рассказать ваши истории, идеи. Чао. Спасибо. Спасибо. Ну что, а теперь за плюшками. Сегодняшний выпуск об инвестициях я хочу закончить обращением к вам. На этом канале мы с вами рассматриваем варианты для инвестирования, рассматриваем ваши предложения. И мне уже приходит много разного рода сообщений, в которых просто описана голая идея. Этого недостаточно для того, чтобы принимать какие-то решения, давать вам ответы. Пожалуйста, присылайте ваши предложения на e-mail, но обязательно составляйте хотя бы первоначальный бизнес-план. Потому что без бизнес-плана, без хотя бы какой-то минимальной команды невозможно принимать решения об инвестициях. Присылайте, я с радостью их изучаю, и мы будем привлекать инвестирование в самое интересное. Буду инвестировать я буду привлекать дополнительных инвесторов, поэтому пишите, пожалуйста. Подписывайтесь на канал Космополит, ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Пишите в комментариях ваши идеи, присылайте на почту. До встречи на канале Космополит. Всего вам доброго! У меня есть два друга-миллиардера, и я не хочу жить, как они. У меня сейчас очень комфортная жизнь, веселая жизнь. Я очень люблю своих друзей, но видя, насколько осторожны они с каждым своим шагом, даже походом в ресторан, все должно быть запланировано, мне совсем не хочется жить их жизнью. Мой план жизни таков. После своей смерти я дам по $1 миллион своим детям, а остальное я раздам. Честно, не знаю, что сказать о миллиарде. Я не хочу быть миллиардером, не хочу оставлять слишком много денег своим детям, чтобы не отбирать у них эту жизнь приключений и этот жизненный опыт, который ты получаешь только лишь тогда, когда добиваешься всего.